Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Недавно я рассадила деток фиалки. Некоторые есть также новые сорта, подрастают. Детки растут у меня первое время в тепличке. В любое время года я ставлю деток в теплицу, и зимой, и летом. Это очень удобно. В качестве теплицы может служить любая прозрачная емкость. У меня это такой вот прозрачный контейнер. В него помещается достаточное количество деток. Получается, детки в теплице легче и быстрее приживаются и начинают запускать активный рост корней. Из-за того, что в теплице сохраняется надольше влажность, создается подходящий микроклимат для них, и корни моментально быстро оплетают земляной ком. С помощью этой влаги можно долго листики, детки не поливать. Это такие вот капли воды, конденсат. Покажу поближе, как можете заметить. Из-за того, что происходит испарение закрытой крышкой, вода испаряется, поднимается вверх в виде пара и превращается уже вот в такие капельки воды. Это никак не вредит деткам, но по желанию, если хотите, можете протирать этот конденсат или же до конца теплицу не закрывать. Оставлять немного пространства, чтобы был доступ воздуха, и тепличка не будет так сильно покрываться конденсатом. Но я всегда ее закрываю. И вот так вот у меня листики и детки укореняются. Даже маленькие слабые детки успешно развиваются. Бывает так, что сразу после отделения детки от материнского листа листья без тургора, то есть теряется упругость, и листья вялые. В этом случае нам также понадобится тепличка. В ней все быстро адаптируется, и детка восстановится. Теперь мы подошли к самому главному. Как же за детками ухаживать после отделения от листа? Первое важное условие – это полив. Главное деток не засушить, но и не залить. Так как корни слабые, маленькие, нужно внимательно следить за поливом. Вот в этом случае такой прозрачный контейнер, который хорошо пропускает свет, в котором надольше сохраняется влажность, в ней свой конденсат, и можно листики долго не поливать, а значит, вы сэкономите время, и через каждый день, через каждые 2 дня вам не надо отвлекаться на полив. Вы знаете, что поставили деток в теплицу, и примерно дней 10, 2 недели вы можете туда не заглядывать. Очень долго в ней сохраняется влажность. Этот конденсат никак не мешает процессу развития. Что касается полива. Поливаю я деток лейкой вот такой вот, с таким вот узким носиком. Получается дозированный полив. Одной рукой неудобно. Вот так по краю стакана я поливаю. Много воды такой вот лейкой не дашь, и детку не зальешь. То есть вы сами контролируете этот процесс. Также снизу сделаны дренажные отверстия, дырочки, чтобы лишняя вода не застаивалась и детка не загнивала. Вот детки недавно отсажены, корневой еще не видно, еще она не оплела земляной ком. Ну, на некоторых детках можно уже заметить сверху вот такие вот
корни на поверхности торфа видны, уже детка замечательно укореняется. При поливе избегайте попадания в центр розетки, иначе может загнивать точка роста, если вы будете попадать водой. Поэтому поливайте аккуратно по краю стакана. Это что касается полива. Теперь давайте перейдем к освещению. Чем больше света, тем быстрее и качественнее развиваются детки. Это должно быть хорошо освещенное место, рассеянный свет, но не прямые солнечные лучи. От солнца деток нужно обязательно прикрывать, так как листья нежные и можно с легкостью навредить. На листиках останется ожог, и детки могут начать пропадать. Поэтому обязательно деток прикрываем. Не только деток, и листики на укоренение, и взрослые фиалки под прямым палящим солнцем они стоять не должны. После пересадки я ничем деток не удобряю. На первое время в торфе есть все необходимые, нужные питательные вещества. Поэтому первое время я поливаю деток обычной чистой водой. Бывают вопросы, чем подкармливать деток после рассаживания. Друзья, ничем их первый месяц подкармливать не нужно. У них после пересадки еще не пошла в рост корневая. Через стаканчик ее еще не видно, если вы только недавно ее рассадили, детку. И в никаких подкормках она не нуждается. В торфяном субстрате есть все необходимые микроэлементы, которые нужны деткам. И последний момент, который хочу затронуть. Смотрите, если детка по какой-либо причине остановилась в росте, если она у вас стоит не в теплице, если у нее не растет новая листва, либо она начинает пропадать, то такую детку нужно переукоренить. Убрать плохие корни, если она начала загнивать, либо если вы пересушили грунт и корневая также пересохла, нужно зачистить все это дело и пересадить в новый, свежий, воздухопроницаемый субстрат. И такая детка моментально тронется в рост. И поставить ее, конечно же, в тепличку. Долго деток по времени я в теплице не держу, буквально 2 недели, и я их достаю из теплицы. Вот такой вот на сегодня небольшой обзор. Если у вас остались вопросы, приглашаю вас в комментарии, задавайте, будем их разбирать. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. И всем пока!